Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Когда мы слышим выражение «темные века», в голове обычно возникают мрачные замки, холодные коридоры и суровая жизнь без красок. Но в модном доме Макс Мара решили посмотреть на Средневековье совсем иначе. Не как на эпоху упадка, а как на источник силы, красоты, стиля. В итоге, в рамках марафона показа в неделе моды в Милане, креативный директор бренда Ян Гриффитс представил коллекцию «Осень-зима 2026-2027». Дизайнер работает с Макс Мара вот уже 40 лет, из которых 10 на руководящем посту, так что презентацию можно назвать юбилейной. На создание модного гардероба Гриффитс вдохновился недавней поездкой в англосаксонское поселение Саттон-Хоу. Это древний археологический комплекс в графстве Саффолк в Восточной Англии. Только вместо мрака Средневековья он увидел эстетику – старинные шлемы, металлические пряжки, ключи, следы времени на доспехах. И пусть это была поездка не в сказочную страну с драконами и рыцарями из Netflix, а в настоящее – суровое, каменное, пыльное. Однако дизайнеру все показалось совсем не грубым и ржавым. Напротив, удивительно спокойным, теплым, человечным. С его слов именно тогда возникла важная мысль. Возможно, темные века на самом деле были не такими уж темными. Ведь в предметах того периода была такая красота, мастерство, долговечность. Неужели мы разучились ценить вещи, которые не блестят, как новые? Все эти рассуждения привели дизайнера к главной философии Макс Мара, где всегда выступали против быстрой моды. Здесь не создают коллекции по принципу «хайп сегодня, забвение завтра». Вместо нарядов на один сезон бренд предлагает одежду, которая живет долго, оставаясь такой же роскошной. А ведь сейчас в фэшн-индустрии сложилось какое-то странное ощущение времени. Все происходит быстро, шумно, поверхностно и легковесно. Тренды мелькают, смыслы обнуляются, настоящее, не успев стать настоящим, сразу превращается в прошлое. Новая коллекция Яна Гриффитса – очередной протест против мира моды, где все слишком быстро устаревает. В комментариях дизайнер отметил: «Я хотел подчеркнуть не только качество и долговечность одежды, но и красоту вещей, которые стареют с достоинством, которые со временем становятся только лучше, как любимые книги, хорошее вино или произведения искусства». Модное шоу состоялось в одном из павильонов Палаццо дель Гhiaccio, в пространстве с почти монастырской строгостью. В оформлении зала не было ни золоченых потолков, ни горящих мягко свечей. Лишь серый подиум, направленный свет, архитектурная геометрия и полное отсутствие лишних декораций. Все внимание было сосредоточено на силуэте. За кулисами шоу дизайнер говорил о Матильде Тосканской, известной как Матильда де Каносса. Легендарная правительница XI века, самая могущественная женщина средневековой Италии, о которой говорили «мудра, как змея, и грациозна, как голубка». Она, по мнению Гриффитса, и есть вся Макс Мара, что отражено в каждом образе новой модной линейки на холодный сезон. Цветовую палитру коллекции словно собрали прямиком из старинного замка. Землистые оттенки, ржаво-рыжие тона, серый цвет рыцарских доспехов, теплый коричневый, мягкий карамельный, приглушенный бордовый и, конечно, традиционный для бренда Camel. Дорого, благородно, без резких контрастов. Все вместе напоминало старинные артефакты с красивой патиной, только адаптированные для современной жизни. Средневековая атмосфера здесь прошла через фирменную роскошь Макс Мара. В результате на подиуме появились замшевые туники и табарды с металлическими заклепками, длинные плащи и блейзеры с нашивками на плечах. А еще кожаные комбинезоны, что смотрелись весьма брутально, и трикотажные платья в пол, которые эффектно дополнили длинные перчатки. Образы сопровождали замшевые сапоги ботфорты на низком ходу. Таких запросто можно отправиться в стильный рыцарский поход. Главными героями модного шоу стали пальто. Да, Макс Мара умеет делать их так, будто это отдельный жанр искусства. В этом сезоне они выглядели монументально. Свободного кроя фасоны на показе сменяли ворсистые с высоким воротом. Модели с широкими лацканами и рукавами кимоно чередовались с пальто, что застегивались на узкие ремни и напоминали одежду путешественников из исторических эпосов. В любом из таких было бы можно управлять государством, охранять северные границы королевства или лететь бизнес-классом в Цюрих. Сегодня, когда многие современные показы выглядят примерно так,
Вот странная юбка, вот странная шапка, вот странная идея. Все, спасибо за внимание. У Макс Мара есть история, настроение, цельность. Есть зрелая красота. Новая коллекция бренда получилась с одной стороны очень мощной, с другой – женственной, по-настоящему осенней, теплой, уютной. Приятного просмотра, друзья! С интересом жду ваши впечатления в комментариях. Всем моим зрителям большое спасибо за поставленный лайк и подписку на канал. Красоты вам и совершенства! Хорошего продуктивного дня и светлого, солнечного настроения!